Здравствуйте, меня зовут Лариса Левинская, и сегодня я предлагаю поговорить о красоте и здоровье. Эти две категории взаимосвязаны, и без здоровья никак не может быть никакой красоты, если не будем согласны. А что же для вас представляет собой красота? Из чего она, по-вашему, складывается? Ну, я предположу, что это наверняка красивая улыбка, стройная фигура, легкая походка, красивые ухоженные руки, ногти, шикарные ухоженные волосы. И, конечно, все это невозможно без полноценного здоровья, а именно без кальция, который необходим нашему организму, является королем минералов, как его часто называют. Вот именно о кальции, о его нехватке, о восполнении кальция и обо всем, что связано с кальцием, сегодня хочу с вами побеседовать. Думаю, тема актуальна для многих. Особенно остро с проблемой нехватки кальция сталкиваются женщины старше 35 лет. Кальций выбывается с возрастом, помимо нашей воли, из наших костей, из позвоночника. И довольно часто женщины, уже пережившие период менопаузы, оказываются сталкиваются с такой болезнью, как остеопороз. Наверняка вы не слышали, когда кости превращаются фактически в кожу, становятся очень хрупкими, происходят различные переломы шейки бедра и очень много прочих всяких неприятностей, связанных с нехваткой кальция в организме. Почему же кальция у нас может не хватать? И с чем это связано? У французов есть хорошая поговорка на счет. Своими зубами мы сами роем себе могилу. Речь идет о том, что питание играет не последнюю роль, мы все знаем. И если, допустим, в процессе приема пищи мы, как правило, о чем мы думаем? Мы думаем о количестве калорий, о количестве углеводов, да, о витаминах, которые входят в состав пищи, белки, жиры и так далее. Но далеко не каждый из нас думает о том, какую роль оказывает пища на наш организм в плане поддержания кислотно-щелочного баланса. Окисляет она наши среды жидкие, либо она ощелачивает. Речь о чем будет? О том, что будь то слюна, будь то кровь, кислотность желудка и так далее. Все это имеет определенный свой pH-баланс, кислотно-щелочной баланс. Считается, что нейтральным это, в среднем нейтральный баланс это 7, на уровне 7. От 6,9 до 0 это уже идет кислотный баланс, а от 7 до 14 это щелочной баланс. Опасно как и перекосы в одну, так и в другую сторону. Ученые заметили такую закономерность, что при балансе 2,5 умирает все живое на Земле при повышенной кислотности. Я недавно вспомнила о нашем питании, поскольку существует целая таблица продуктов. Кому это интересно, могут изучить этот вопрос подробно. Продукты, которые окисляют наш организм, это мясные продукты, это те же газировки, сладкие шипучки, это сладости, конфеты и так далее. Это изделия из белой муки. Есть продукты, которые ощелачивают наш организм. Мед, свежевыжатый лимонный сок, зелень, овощи, фрукты, как правило, они ощелачивают. Йогурт и так далее. Тоже список огромный. Причем здесь кальций, спросите вы. Происходит такой процесс. Мы съели, к примеру, конфетку, прошел процесс, спустя время прошел процесс окисления организма. Для того, чтобы выровнять баланс, чтобы не дай бог, не достиг крайнего порога окисления, наш организм не достиг этого крайнего порога, организм привлекает все силы, в том числе кальций, который содержится в крови, и другие минералы, это фосфор, это калий, магний, для того, чтобы выровнять баланс. И вот и в том случае, когда у нас кальция в организме недостаточно, организм начинает вымывать кальций из костей, из зубов, из позвоночника, то есть тех мест, где кальций в наибольшем количестве скапливается. Недостаток кальция с этим не связано, что необходимость выравнивать кислотно-щелочного баланса в организме постоянно существует.
Есть целые термины медицинские, не буду вас сильно этим загружать, когда слишком закисленная среда в организме, когда наоборот слишком щелочная среда в организме. Могу привести такой противоречивый факт, что еще в 1932 году, еще в начале прошлого столетия, ученый, лауреат Нобелевской премии Отто Варбург доказал, что именно кислая среда в организме, она способствует развитию злокачественных раковых опухолей. Наоборот, если происходит процесс ощелачивания постепенно, создаются некомфортные условия для развития опухолевых клеток, и они со временем прекращают свой рост и постепенно даже рассасываются. Что же делать после вы? Кальция в организме явно не хватает, но кальций он поступает в организм с нашей пищей естественным путем. Суточная норма кальция, как у взрослого человека утверждают ученые, составляет 1000 мг в сутки. Ну, как бы мы ни пытались восполнить его свежими овощами, фруктами, зеленью, молочными продуктами, все равно существует дефицит кальция в среднем 300-350 мг в сутки. Для восполнения недостатка кальция огромное количество минерально-витаминных комплексов существует, в том числе витаминно-минеральных комплексов, в основе которых лежит кальций. Об этом остановимся более подробно. Компания Тяндем предлагает для всех, кто заботится о своем здоровье, в первую очередь для женщин старше 35 лет, витаминно-минеральный комплекс тетраплекцин. Комплекс представляет собой упаковку 60 таблеток. Такие таблеточки, даже не знаю, будет здесь видно, но попробуем. Они не белоснежные, они такие даже желтовато-лимонного немножко оттенка. Это не случайно, поскольку основу этого комплекса составляет цитрат кальция. Это соль лимонной кислоты. Также внутри каждой упаковки есть инструкция по применению на русском языке. Ну, вот, понятно, немножечко пользуется, что входит в состав и так далее. Тем, кому это интересно, что не понимаю. Кратко опишу состав тетраплекцида. Честно скажу, что это самый продаваемый БАД в линейке БАДов компании Тяндем. Он всегда востребован, его всегда очень сложно бывает раздобыть при необходимости. Вещь нужная, полезная, и очень большое преимущество в том, что кальций это здесь представлен в наиболее усваиваемой форме, логически доступной форме. Так, в состав тетракальциита входит, как я уже сказала, цитрат кальция, это соль лимонной кислоты, то есть органической кислоты, легко усваивается. Также входит витамин А, витамин Е, витамин С, витамины группы В, В1, В2, В6. Я очень кратко расскажу о каждом витамине. Он борется с свободными радикалами, является мощным антиоксидантом. Также он способствует борьбе с различными инфекционными заболеваниями. Витамины группы В. Они все действуют очень слаженно, участвуют, активную роль принимают в метаболизме наших клеток, подпитывают ее энергией. В частности, витамин В1, он также является мощным антиоксидантом. Он помогает нашим клеточкам. Так, витамин В1. Он способствует умственной нашей работе, улучшает состояние нервной системы, а также противодействует такому заболеванию, возникновению такого заболевания, как болезнь Альцгеймера. Витамин В2. Это витамин, который отвечает за регенерацию наших клеток, в том числе за регенерацию клеток кожи. Витамин В6. Он оказывает очень благотворное влияние на состояние нашей кожи. Особенно его следует принимать людям, у которых кожные заболевания, меланома, экзема, различные углевая сыпь и так далее. Также очень благотворно витамин В6 влияет на женское здоровье. В период менопаузы у женщин необходим.
улучшает работу сердца, улучшает работу опорно-двигательного аппарата. Витамин Е, мы все знаем, это витамин молодости. Витамин С, это витамин мастер на все руки, как его называют. Он также является мощным антиоксидантом, способствует сохранению жизнедеятельности наших клеток и борьбе с иммунитетом. И вы все это прекрасно знаете без моих слов. Огромное количество препаратов предлагает нам современная фармацевтика, также различные компании сетевого типа предлагают БАДы, которые направлены на увеличение количества и качества кальция, содержащихся в нашем организме. Но при выборе того или иного препарата обращайте особое внимание на качество происхождения кальция, которое предлагает вам производитель. Как правило, большинство препаратов, содержащих кальций, представляют собой кальций в виде карбоната кальция. Компания же Тиандем предлагает вам цитрохлорид, в котором кальций содержится в форме цитрата кальция. Производители карбоната кальция будут уверять вас в том, что это натуральный продукт, в том, что он добывается из известняка, из скорлупы, яичной скорлупы, из раковин мидии и так далее, природного происхождения. Но, тем не менее, в организме человека он не так хорошо усваивается. Если сравнивать, например, с цитратом кальция, я приведу несколько примеров между первым и вторым. Например, ученые уже провели огромное количество опытов сравнительных по применению женщинами старшего в период менопаузы, применение препаратов с цитратом кальция и препаратов с карбонатом кальция. И выявили такую закономерность, что, во-первых, при применении цитрата кальция увеличивается резко содержание кальция в крови. Также значительно влияет цитрат кальция на выработку парадгормона, который вырабатывается нашими щитовидными железами. И главная функция заключается в том, чтобы контролировать содержание кальция и фосфора в крови. Как только кальция в крови оказывается меньше, чем необходимо организму, тут же моментально парадгормон вымывает, оказывает на вымывание кальция из костей, из позвоночника. И также таким образом была установлена такая закономерность, что люди, употребляющие именно кальций в виде цитрата кальция, у них усваиваемость в 2,5 раза выше была кальция, чем у употребляющих карбонат кальция. Вторая закономерность. Как правило, людям, которым особенно необходим кальций, которые оказываются на пороге страшной болезни остеопороза, это люди старше 50 лет, у них очень часто сталкивается такое явление, когда кислотность желудка пониженная. А для того, чтобы карбонат кальция усваивался, необходима соляная кислота в желудке. Кислотность понижена, соляной кислоты недостаточно. Таким образом, карбонат кальция усваивается всего лишь на 2% принимает человек. В то время как для усвоения цитрата кальция кислота соляная не нужна, и 44% усваивается даже в таком возрасте, когда кислотность желудка понижена. Таким образом, в 11 раз усваиваемость в таких случаях цитрата кальция будет выше, чем карбоната кальция. Еще одним из преимуществ цитрата кальция является то, что он не вызывает побочных эффектов в желудке. Например, если человек принимает карбонат кальция в больших дозах, то в таком случае получается, что понижается его кислотность, а именно соляная кислота, она препятствует проникновению в желудок различных бактерий, различных грибков, инфекционных заболеваний. А поскольку кислотность уменьшается, необходимо происходит, во-первых, метаболизм, вздутие живота, неприятные ощущения, и также уменьшается пороговая защита желудка против различных инфекций. Еще одним из преимуществ именно использования препаратов в виде цитрата кальция является то, что если смотреть биохимические процессы в клетке, то
После того, как кальций уходит в наши ткани, образуется цитрат, остается цитрат, который попадает в клетку, сгорает и дает энергию нашей клетке. Также улучшает усвоение витамина С. В то время как карбонат кальция остается в виде карбоната, он абсолютно бесценен, не представляет никакого интереса для наших клеток. Это углекислый газ, просто выходит из наших клеток. Также последним аргументом в пользу именно цитрата кальция является то, что цитрат он будет ощелачивать нашу мочу, что будет способствовать уменьшению скапливаемости в почках камней, и также уменьшает какие-то различные мочеполовые болезни. Такой сравнительный анализ цитрата кальция и карбоната. Еще хочу рассказать о том, как правильно применять цитрокальцевит. В упаковке будет указано, что он используется взрослым 4 таблетки ежедневно, детьми 2 таблетки ежедневно. Заметьте, что эта доза необходима в первый месяц приема цитрокальцевита. Когда организм испытывает острый голод и нехватку кальция. И таким образом вам на первый месяц потребуется 2 упаковки цитрокальцевита. Вы будете принимать дети по 2 таблетки. Лучше в вечернее время принимать, это с 5 до 8 вечера, во время еды. Можно просто проглатывать, запивать водой, можно разжевывать, на ваше усмотрение. А взрослые по 4 таблетки первый месяц, тоже во время еды и желательно в вечернее время. А затем вы уменьшаете эту дозу детям по 1 таблетке 1 раз в день, взрослым по 2 таблетки. Вам будет хватить 1 упаковки цитрокальцита на целый месяц. Учитывая, что цена вся составляет 102 рубля, это не дороже, это даже дешевле, чем препараты, известные всем, тоже кальций трихоникомет, который имеет кучу противопоказаний. Стоимость вот уже очень даже приличная. И, как я уже понял, что там кальций в виде карбоната, кальций он не усваивается организмом. И тоже заметьте, что тоже кальций трихоникомет, он не рекомендован прием детям до 5 лет. По цитрокальцитовой ограничения возрастных. Тоже немаловажный факт. Думаю, достаточно информации с вами поделилась сегодня о цитрокальцивите, о кальции, о нехватке в организме, его и мерам предосторожности и способах улучшения состояния нашего организма по части кальция. Любите себя, будьте здоровы, с кальцием, вместе с цитрокальцивитом. С вами была Лариса Милинская. До скорых встреч!